Привет. Сделка проста и безжалостна. Хань Ли — телохранитель, Ши Чуан Кун — навигатор со связями. Классическая миссия сопровождения. Только вот обычный спутник оказывается главной политической мишенью в царстве дьявола. Старший принц действует чужими руками, подкупает короля Золотого Носорога плодами Дао, и тот отправляет по их следу лучшего убийцу. Ти Юй рассчитывал на легкую прогулку, не рассчитал совсем. Хань Ли не стал пробивать ядовитый домен в лоб, вместо этого замедлил потоки энергии сферой времени, создал крошечное окно и ударил золотой молнией. Чистая энергия Ян против техник Инь, элементарная физика Вселенной. Голова Ти Юя, подлу-мастеровая след, упала раньше, чем он успел переосмыслить ситуацию. Угроза устранена, но след оставлен. А теперь слушаем дальше. Глава 781. Перехват. Приняв таблетку, Хань Ли направил свое божественное чувство в зеленый браслет хранилища, и через несколько минут на его лице внезапно появилось радостное выражение. Он поднял руку и сделал хватательное движение, после чего в его ладони появился кусок серой кости. Это был предмет, похожий на нефритовую пластинку, на которой была изображена карта горного хребта 10 опасностей. В этот самый момент издалека прилетела полоса темно-фиолетового света и вернулась к Ши Чуанькуну. Я позаботился обо всех них, и мне удалось применить технику поиска души к одному из них. Все они были подчиненными Золотого Короля Носорогов, одного из 10 опасных, а человека, которого ты только что убил, зовут Ти Юй, он один из самых ценных подчиненных Золотого Короля Носорогов. Сообщил Ши Чуанькун. Понятно. Взгляни-ка на это карта горного хребта 10 опасностей, которую я нашел в накопительном браслете Ти Юя. Ответил Хань Ли, протягивая Ши Чуанькуну серую кость. Услышав это, Ши Чуанькун просиял. Это здорово. Теперь мы наконец-то будем знать, куда направляемся. Однако его радость сменилась мрачным выражением лица, когда он продолжил: я слышал, что Золотой Король Носорогов чрезвычайно жестокий и мстительный человек. Теперь, когда мы убили его подчиненных, он, скорее всего, скоро пошлет за нами еще людей, так что давайте убираться отсюда. Хань Ли не стал возражать, и они вдвоем улетели вдаль, исчезнув из виду в мгновение ока. В пещере Золотого Короля Носорогов. В роскошном золотом зале король Золотого Носорога внезапно оттолкнул соблазнительную служанку, которая массировала ему ногу, а затем встал с такой силой, что его дряблые складки задрожали, и яростно швырнул золотую чашу в руке на пол. Чаша тут же разбилась о землю, и все красное вино вылилось наружу. Служанки вокруг него тут же упали на колени, дрожа от страха и не осмеливаясь поднять головы, чтобы не разделить участь чаши. Этот бесполезный глупец. Кто-нибудь, проверьте, цела ли голова Ти Юя. Если да, то принесите ее мне, и я поставлю ее у подножия лестницы, чтобы я мог наступать на нее каждый день, проревел Золотой Король Носорогов своим комичным высоким голосом, но никто не осмелился улыбнуться. Около дюжины его подчиненных, стоявших у дворца, тут же дали утвердительный ответ и поспешно удалились, но Золотой Король Носорогов все еще был в ярости. Он развернулся, схватил золотую чашу и швырнул ее на землю. Из боковой части зала вышел мускулистый мужчина в золотых кольчужных доспехах, почтительно поклонился и сказал: «Не гневайтесь, мой король. Я готов добиться успеха там, где потерпел неудачу Ти Юй, и принести вам голову Ши Чуанькуна». Мужчина был похож телосложением на Золотого Короля Носорогов, но в отличие от дряблых бугорков его тела состояло исключительно из плотных мышц. Черты его лица также были очень похожи на человеческие, за исключением острых клыков и носа, который напоминал кусок черного угля. При виде этого человека выражение лица короля Золотых Носорогов слегка смягчилось, а в его глазах появилось задумчивое выражение, когда он перевел взгляд на другого человека, одетого в белое одеяние. Это был высокий мужчина с мечом за спиной, у него была змеиная голова с парой маленьких отверстий вместо носа. В его глазах читался холод, и он напоминал ледяную статую. Если ему удалось убить даже Ти Юя, то у этого Ши Чуанькуна наверняка есть какие-то козыри в рукаве. Полагаю, в этом есть смысл, учитывая компенсацию, которую Ши Цзяньфэн был готов предложить мне в обмен на его голову. Тун Юй, Инь Юй, отправляйтесь за ними и постарайтесь взять его живым. Сказал Золотой Король Носорогов. Крепкий на вид Тун Юй взглянул на мужчину в белом одеянии и сказал: «В этом нет необходимости, мой король, и я могу справиться сам». «Мне нужно, чтобы ты говорил мне, что делать», — спросил Золотой Король Носорогов холодным голосом, слегка прищурив глаза. В глазах Тун Юя мелькнул страх, и он поспешно ответил: «Я бы не осмелился, мой король». «Зачем нам брать его живым, мой король?» — спросил Инь Юй.
Только сохранив ему жизнь, я смогу использовать его в качестве рычага давления в переговорах с Ши Джаньфеном. Теперь, когда пал даже Ти Юй, я потребую дополнительную компенсацию. Объяснил золотой король носорогов, схватив одну из своих служанок и начав ее ласкать. Хорошо, я позабочусь о том, чтобы взять его живым. Кивнул Инь Юй. Теперь можете идти. Приказал золотой король носорогов, и они тут же ушли. Несколько дней спустя. В густом лесу горного хребта 10 опасностей, окутанного фиолетовым туманом, светился неприметный шар серебристого света. От него исходили слабые пространственные колебания. Внутри шара серебристого света Хань Ли и Ши Чуанькун стояли друг напротив друга, а между ними лежала обугленная туша, похожая на осьминога, длиной в несколько сотен футов. У существа были сотни щупалец, но большинство из них уже были отрублены. Не могу поверить, что нам потребовалось столько времени, чтобы одолеть всего лишь зверя сотни щупалец стадии истинного бессмертного, размышлял Ши Чуанькун, целясь ногой в обугленную тушу. Он обладал некоторыми способностями, из-за которых его было очень трудно выследить. Если бы не твоя пространственная духовная сфера, он, скорее всего, до сих пор ускользал бы от нас. Сказал Хань Ли. Ладно, теперь, когда мы добыли его демоническое ядро, нам нужно продолжить путь. Золотой король носорога просто так нас не отпустит. Сказал Ши Чуанькун. Отсюда и дальше мы будем путешествовать в моей летающей карете. Мы можем лететь на большой высоте, чтобы нас не преследовали эти демонические звери. Ответил Хань Ли, кивнув, и вызвал летающую карету из зеленого нефрита. Ши Чуанькун в ответ кивнул, отозвал свою духовную сферу и запрыгнул в летающий экипаж, который умчался прочь, оставляя за собой полосу зеленого света. Однако карета проехала всего несколько десятков километров, прежде чем резко остановилась. Впереди в воздухе парили две фигуры, мускулистый мужчина в золотых доспехах и высокий мужчина в белом одеянии. Не думаю, что они здесь для дружеской беседы. Размышлял Ши Чуанькун, нахмурив брови. На этот раз они даже не взяли с собой мелкую сошку. Хань Ли на мгновение сосредоточился на двух мужчинах и обнаружил, что человек в золотых доспехах находился на поздней стадии высшего зенита, а человек в белом — на вершине высшего зенита, и обе их ауры были намного сильнее, чем у Ти Юя. «Кто из вас убил Ти Юя?» — спросил Тун Юй. «Ты здесь, чтобы отомстить за него?» — усмехнулся Хань Ли. «Я просто хочу знать, кто убил этого идиота», — ответил Тун Юй с веселым выражением лица. «Тебе не составит труда это выяснить. Когда ты умрешь, ты сможешь сам спросить его в загробном мире», — сказал Ши Чуанькун с едва заметной улыбкой. Тун Юй взглянул на Ши Чуанькуна, затем перевел взгляд на Хань Ли и сказал Инь Юю: «Нам нужно сохранить ему жизнь. Я не очень хорош в таких делах, так что оставлю его тебе, но я с радостью позабочусь об этом». Инь Юй медленно обнажил свой меч, не кивнув в знак согласия и не покачав головой в знак отказа. Тун Юй, казалось, уже привык к этому, и, опустив ногу на землю, внезапно исчез с громким хлопком. Зрачки Хань Ли слегка сузились при виде поразительной скорости Тун Юя, и он мгновенно убрал свой летающий нефритовый экипаж, прежде чем броситься вперед. Полоса лазурного света врезалась в полосу черного света в 300 футах от них, вызвав оглушительный грохот, и Хань Ли почувствовал себя так, словно врезался в гору, которая продолжала набирать скорость волнами. Поначалу он мог противостоять им, но по мере того, как волны силы накладывались одна на другую, ему становилось все труднее и труднее, и, наконец, после седьмой волны нарастающей силы он был отброшен назад. Ши Чуанькун уже собирался вступить в бой, когда внезапно появился луч белого света от меча и устремился к его голове. Он тут же отскочил в сторону, но когда луч света от меча опустился, он начал поглощать изначальную ци окружающего мира, становясь все больше и больше, словно снежный ком, катящийся с заснеженной горы и искажая пространство вокруг себя. Ши Чуанькун почувствовал, как из полосы света меча вырвалась огромная всасывающая сила, и поспешно сложил печать, чтобы создать пространственный барьер и сдержать всасывающую силу. Затем он отпрыгнул назад. Пространственный барьер был мгновенно разорван в клочья лучом света от меча, но к этому моменту Ши Чуанькун уже отступил на безопасное расстояние, выровняв дыхание, взмахнул рукой, призывая серебряное копье. Тем временем Инь Юй смотрел на него, как охотник, наблюдающий за добычей. В то же время Тун Юй и Хань Ли снова и снова сталкивались друг с другом, и, как и в их первом столкновении, чем дольше они противостояли друг другу, тем больше сил набирал Тун Юй. Хань Ли чувствовал колебания силы закона, исходящие от тела Тун Юя, но не мог понять, что это за сила закона. Однако он нашел решение этой проблемы. Он вступал в короткие схватки с Тун Юем, а затем отступал, чтобы найти другую возможность для удара. Однако, несмотря на грубую внешность Тун Юя, он был очень проницательным бойцом, и это, в сочетании с его невероятной скоростью, означало, что Хань Ли не мог найти брешь в его защите.
Глава 782. Жестокая битва. «Ты думаешь, что справишься со мной, просто сокращая наше столкновение?» — усмехнулся Тун Юй, и из прорех в его доспехах вырвались потоки черной ци, образовав облако черного тумана, окутавшее все его тело. Вся дьявольская ци в округе также собралась в облаке черного тумана, и внезапно Хань Ли тоже оказался в нем. Увидев это, Хань Ли слегка нахмурился, но не успел он ничего предпринять, как в него с огромной силой врезался кулак. Он поднял руку, чтобы защититься, но слева в него внезапно полетел еще один кулак. Прежде чем он успел защититься, его ударили тяжелым кулаком в грудь, и он, издав приглушенный стон, полетел в воздух. Облако черного тумана продолжало окутывать его, и тут же последовали еще несколько ударов, попавших ему в висок, затылок, грудь и другие жизненно важные места. Каждый из этих ударов был невероятно сильным, и они звучали как раскаты грома. Хань Ли чувствовал, как удары затрудняют циркуляцию его бессмертной духовной силы, и поспешно призвал свою истинную духовную родословную, чтобы создать доспехи Сюань-Ву. Удары обрушились на доспехи сплошным потоком, и хотя доспехи Сюань-Ву в некоторой степени смягчали удары, с ними все равно было далеко не так приятно иметь дело. Хань Ли активировал свои адские дьявольские глаза и окинул взглядом окружающий его черный туман, но с удивлением обнаружил, что не может разглядеть в нем Тун Юя. Все, что он мог видеть, это тысячи кулаков, сформированных из черного тумана, которые летели на него со всех сторон, и неудивительно, что он не мог защититься. Хань Ли слегка нахмурился, призывая свое колесо истины, и как только все приближающиеся кулаки попали в золотую рябь, созданное колесом, они мгновенно замедлились. Хань Ли окинул их взглядом и обнаружил, что их десятки тысяч. На его лице появилась слабая улыбка, и он взмахнул рукой, призывая лазурный меч бамбуковых облаков. Сразу после этого он взмыл в воздух с мечом в руке, и молнии на мече замигали с удвоенной силой. После вливания золотой молнии, очищающей кости, божественная дьявольская молния в мече обрела силу закона молнии, став намного более грозной, чем прежде. Толстые золотые молнии пронзали воздух во всех направлениях, разрывая окружающий черный туман. Все черные кулаки, в которые ударила золотая молния, мгновенно превратились в черный туман, а их ауры полностью исчезли. Хань Ли продолжал осматривать окрестности своими адскими дьявольскими глазами, но все, что он мог видеть, это бескрайнее пространство черной дьявольской ци во всех направлениях. При виде этого в сердце Хань Ли зародилось чувство разочарования. Хотя ему удалось сдержать дьявольскую ци с помощью своего колеса истины, они были совершенно невосприимчивы к его ци меча и атакам молниями. Внезапно ему в голову пришла мысль, и на его плече внезапно появилась огненная серебряная фигура. «Если я не смогу тебя порезать, то просто сожгу». По приказу Хань Ли огненно-серебристая фигура мгновенно превратилась в серебряного огненного ворона. Хань Ли убрал свое колесо истины, и огненный ворон полетел прямо в облако черного тумана. Огромные волны серебристого пламени пронеслись по воздуху, и бескрайнее пространство черного тумана начало быстро сжиматься под натиском обжигающего пламени. Раздался мучительный вопль, и в черном тумане появился Тун Юй с многочисленными ожогами по всему телу. Что это за чертовщина? Пока он говорил, клочья черного тумана медленно окутывали его тело, исцеляя ожоги, нанесенные огненным вороном сущности. Хань Ли, естественно, не собирался отвечать на этот вопрос, взмахнув свободной рукой, полетел вперед. Остальные 17 лазурных мечей бамбуковых облаков вылетели одновременно, приближаясь к Тун Юю, выпустили сотни мечей, которые окружили его со всех сторон. В то же время огненный ворон сущности парил позади него, готовый нанести удар при первых признаках слабости. Хань Ли атаковал Тун Юя в лоб, в то время как все окружающие его мечи были направлены на него. В глазах Тун Юя вспыхнул гнев, он издал громкий рев, и из его тела мгновенно вырвался слой черного света, образовав духовную сферу, которая мгновенно окружила Хань Ли и все летающие мечи. В тот момент, когда летающие мечи и их проекции пронзили духовную сферу, все они начали яростно дрожать, и их окутали слои дьявольской ци. Попав в ловушку черного тумана, проекции мечей быстро приобрели безжизненный серый цвет, их духовная сила была полностью истощена, после чего они рассеялись в воздухе. 17 мечей тоже оказались в плену у черного тумана, и, хотя они тоже быстро теряли свою духовную ци, они продолжали бороться со своими оковами. В то же время клубы черного тумана начали обвиваться вокруг Хань Ли, словно черные змеи, а затем медленно сжиматься. Черный туман постепенно становился серым, принимая форму силуэта Хань Ли, и казалось, что он превращается в неподвижную статую. Увидев это, огненный ворон сущности тут же полетел к Хань Ли, извергая из своего тела серебристое пламя, но его перехватил Тун Юй, который с холодной усмешкой на лице сложил руки в печать, вызвав пару гигантских рук из черного песка, которые соединили свои ладони, поймав огненного ворона сущности в ловушку. Сразу после этого Тун Юй взмахнул рукавом, выпустив золотой талисман, который упал на гигантские руки.
талисман мгновенно исчез, после чего над черными руками появилось несколько длинных цепочек из странных рун, связавших их воедино. Из гигантских рук вырвался поток мощной сдерживающей силы, и, несмотря на все усилия огненного ворона сущности, он не смог вырваться, поскольку огненная сила, исходившая от его тела, была надежно сдерживалась особыми энергетическими колебаниями, испускаемыми рунами. С другой стороны, Ши Чуанькун был вынужден отступить под натиском мощной ци-меча, выпущенной Инь Юем, и к этому моменту он уже был очень далеко от Хань Ли. Краем глаза он видел, что происходит в битве Хань Ли, и его охватило отчаяние. Не усложняй себе задачу больше, чем нужно. Твой спутник, возможно, и овладел законами времени, но он никак не может противостоять Тун Юю. Наш король приказал нам взять тебя живым, так что просто возвращайся с нами, чтобы встретиться со своим братом. Если ты сдашься сейчас, то сможешь избежать мучений, но если ты продолжишь сопротивляться, то я отрублю тебе конечности, а потом буду пытать тебя до тех пор, пока мне не надоест, прежде чем вернуть тебя обратно. Сказал Инь Юй с холодным выражением лица. Мой брат. Так это действительно был Ши Чжанфэн. Какую компенсацию он предложил вашему королю в обмен на мою жизнь? Я готов дать в 3 раза больше, если вы меня отпустите. Предложил Ши Чуанькун, натянув на лицо улыбку. Если вы хотите вести переговоры, то можете вести их с нашим королем. Я здесь только для того, чтобы убивать. Холодно ответил Инь Юй. В таком случае не могли бы вы попросить собрата Даоса Тун Юя остановиться, чтобы я мог пойти к вашему королю со своим спутником, предложил Ши Чуанькун, доставая серебряную лютню, спрятанную в его широком рукаве. Однако его коварная тактика не обманула Инь Юя, и в глазах последнего мелькнул холодный взгляд, когда он взмахнул своим длинным мечом, выпустив сотни белых лучей света, которые образовали гигантскую гору, прежде чем обрушиться на Ши Чуанькуна. Ши Чуанькун уже собирался отступить, когда почувствовал резкую боль в коленях. Он опустил взгляд и увидел, что из ниоткуда появились 2 острые полосы прозрачной ци-меча и мгновенно пронзили его колени. Из-за этой доли секунды промедления он не смог уклониться от приближающейся атаки, поэтому ему ничего не оставалось, кроме как поднять перед собой лютню Вирата и заиграть на ней одной рукой. Серебристый свет, исходящий от лютни, задрожал, когда пространство над ней исказилось и скрутилось, а затем сжалось, чтобы противостоять огромной горе из света меча. Раздалась череда оглушительных ударов, когда пространственная сила, вызванная лютней Вирата, начала неустанно сталкиваться со вспышками света от меча, и сжатое пространство быстро уменьшалось, в то время как был уничтожен лишь самый внешний слой света от меча. Как раз в тот момент, когда Ши Чуанькун был готов сдаться, вдалеке внезапно раздался оглушительный грохот. Инь Юй слегка нахмурился, повернувшись в ту сторону, и как раз вовремя увидел, как Хань Ли внезапно выскочил из серой статуи в духовной сфере Тун Юя, держа в одной руке лазурный меч бамбуковых облаков, а в другой — зеленую тыкву. Тун Юй был очень удивлен, увидев это, но отреагировал очень быстро, нанеся удар кулаком. Из его кулаков вырвался неудержимый поток дьявольской ци, который с каждым ударом нарастал, образуя многослойную стену дьявольской ци, направленную прямо на Хань Ли. Глава 783. Опыт. Столкнувшись с мощной атакой Тун Юя, Хань Ли не стал отвечать ударом меча или кулака. Вместо этого он просто бросил вперед зеленую тыкву, из ее горлышка вырвался зеленый вихрь, а затем луч темно-зеленого света, который ударил в стену дьявольской ци. Силы разрушительного закона, заключенные в луче зеленого света, высвободились, и стена дьявольской ци была мгновенно разрушена. В то же время Хань Ли использовал свою способность обратного колеса истины, что позволило ему в мгновение ока добраться до Тун Юя и обрушить на его голову меч. Тун Юй был очень удивлен таким поворотом событий, и его тело тут же снова начало распадаться на дьявольскую ци. Он и не подозревал, что именно к этому и стремился Хань Ли. Хань Ли ударил ладонью по нижней части глубокой небесной тыквы. Из ее рта мгновенно вырвался зеленый вихрь, высвободив огромную всасывающую силу. Струйки дьявольской ци мгновенно втянулись в тыкву, и к тому времени, когда Тун Юй понял, что попал в ловушку, было уже слишком поздно. В мгновение ока его закасывает в пространство внутри тыквы, и десятки лазурных мечей бамбуковых облаков тут же обрушиваются на облако дьявольской ци, загоняя его во второе внутреннее пространство тыквы. Сразу после этого из тыквы донесся леденящий кровь вой. Хань Ли поднял тыкву, перевернул ее и легонько встряхнул. Из зеленого вихря на землю выпала груда изуродованных останков. Несмотря на то, что у Тун Юя была зарождающаяся душа на стадии высшего зенита, в глубокой небесной тыкве ей некуда было деться, и она была уничтожена разрушительными силами закона внутри. К этому моменту от Тун Юя осталось лишь золотое кольцо-хранилище, которое все еще парило в первом пространстве внутри тыквы. Все это произошло в мгновение ока, и в ответ на внезапную кончину Тун Юя Инь Юй был скорее удивлен, чем разгневан. Внезапно он с огромной силой взмахнул своим длинным мечом,
и пространственный барьер, созданный Лють Неверата, был мгновенно разрушен горой меча. Ши Чуанькун почувствовал, как на него обрушилась ужасающая сила, и он рухнул с неба, врезавшись в гору внизу. Раздался оглушительный грохот, когда большая часть горы обрушилась, вызвав мощную лавину. Ши Чуанькун вылетел из облака пыли и обломков, с болью в глазах поглаживая белый след, оставшийся на Лють Неверата, но не успел он сделать что-либо еще, как его схватил гигантский белый змеиный хвост. После смерти Тун Юя Инь Юй не выказал намерения отомстить за него, вместо этого решив сосредоточиться на поимке Ши Чуанькуна. Однако, как только он повернулся, чтобы уйти, он сразу же почувствовал, что весь мир вокруг него замедлился. Он огляделся и обнаружил, что попал в духовную сферу времени Хань Ли. «Не слишком ли грубо с твоей стороны уходить вот так, не сказав ни слова?» — спросил Хань Ли безразличным тоном, появившись на пути Инь Юя. Огненный ворон сущности парил позади него. «Тун Юй никогда бы не потерпел от тебя поражения. Ты победил только потому, что он недооценил тебя», — бесстрастно сказал Инь Юй. «Ты прав, но разве ты не совершаешь ту же ошибку?» — усмехнулся Хань Ли. Выражение лица Инь Юя слегка изменилось, когда он увидел это, и в тот же момент из-под земли поднялись столбы золотого и серебряного света, которые затем соединились высоко в небе, образовав огромный массив. Сразу после этого Инь Юй почувствовал сонливость, а поток воздуха в пространстве перед ним замедлился еще больше. В то же время ему показалось, что он попал в бесчисленные оковы, из-за чего стал очень тяжелым и вялым. В ответ на эти тревожные изменения его хвост рефлекторно слегка расслабился, и Ши Чуанькун смог освободиться от пут. «Ты в порядке?» — спросил Хань Ли, подходя к Ши Чуанькуну с сияющим нефритовым кулоном в руках. Ши Чуанькун тоже держал в руках светящийся нефритовый кулон, и его вырвало кровью. Он поспешно ответил: «Я в порядке. Давай покончим с этим как можно скорее, пока он еще в ловушке». Услышав это, Хань Ли, не теряя времени, сложил ладони вместе, поместив между ними нефритовый кулон, и направил на него силу закона времени. Ши Чуанькун сделал то же самое, за исключением того, что он направлял на свой кулон силу закона пространства. Благодаря их совместным усилиям окружающая их сфера начала светиться все ярче и ярче, а колебания энергии времени и пространства, исходящие от нее, становились все более мощными. Инь Юй чувствовал, как течение времени вокруг него замедляется все сильнее и сильнее, в то время как огромная сжимающая сила, действующая на него, становилась все более невыносимой. Однако его вялое божественное чувство не позволяло ему реагировать, превращая его в беспомощную мишень. Раздалась череда глухих ударов, когда пространство вокруг него начало рушиться, а пространство внутри массива сжиматься к центру, что еще больше усугубляло его положение. Пройдет всего несколько минут, прежде чем пространство внутри массива полностью схлопнется, и тогда тело и зарождающаяся душа Инь Юя будут уничтожены. Более того, благодаря замедляющему эффекту сил закона времени Хань Ли, это будет чрезвычайно долгий и мучительный процесс, обрекающий Инь Юя на медленную и мучительную смерть. Однако такой мощный массив нельзя было использовать без последствий. Хань Ли и Ши Чуанькун призвали по сокровищу, в которых содержались их соответствующие силы, и оба этих сокровища должны были быть уничтожены в процессе. Кроме того, чем более грозной была цель, пойманная в ловушку, тем дольше требовалось времени для активации массива, что требовало больших затрат сил Хань Ли и Ши Чуанькуна. Вот почему они не активировали массив с самого начала, а решили сделать это только после того, как был убит один из двух нападавших. Только так они могли быть уверены, что у них будет достаточно сил, чтобы поддерживать массив до тех пор, пока цель не будет уничтожена. В тот момент Хань Ли все еще выглядел довольно спокойным, но Ши Чуанькун уже обильно потел. В недавней битве с Инь Юем он сильно перенапрягся, израсходовав гораздо больше сил пространственного закона, чем предполагал, и теперь с трудом справлялся с нагрузкой. Внутри массива пространство продолжало сжиматься, и к этому моменту хвост Инь Юя уже был сплющен, а некоторые его ребра были сломаны и деформированы. Такими темпами не пройдет и минуты, как все его кости будут сломаны, и тогда он действительно не сможет сопротивляться. Однако в этот момент запасы энергии пространственного закона Ши Чуанькуна были полностью исчерпаны, и серебряный свет, исходивший от нефритового кулона в его руке, мгновенно погас. Вся система также прекратила работу, и в тот же момент два сокровища, служившие ядрами системы на двух горах внизу, взорвались. Весь массив начал распадаться, и на лице Хань Ли появилось встревоженное выражение. Он тут же спрятал свой нефритовый кулон и, не колеблясь, взмахнул рукавом, посылая 18 мечей прямо в Инь Юя. Однако к этому моменту Инь Юй уже освободился из ловушки, и по его приказу с небес хлынул гигантский водопад меча, рассеяв все лазурные мечи бамбуковых облаков и сравняв с землей высокую гору. К тому времени, как Хань Ли призвал свой летающий меч обратно, водопад меча уже исчез, а Инь Юя нигде не было видно.
Хань Ли призвал своего огненного ворона сущности обратно, затем повернулся к Ши Чуанькуну и увидел, что его мантия спереди пропитана кровью, а аура очень нестабильна, что явно указывает на то, что он получил очень серьезные травмы. Взмахнув рукавом, он выпустил струю лазурного света, чтобы поддержать Ши Чуанькуна, который едва держался на ногах. На лице Ши Чуанькуна появилась кривая улыбка, и он сказал: «Мне понадобится некоторое время, чтобы оправиться от этих ран. Как жаль, что мы позволили ему уйти. Нам уже очень повезло, что мы вообще пережили это испытание», — сказал Хань Ли. «Ты действительно человек многих талантов, брат Ли. Если бы мы следовали моему плану и сосредоточились только на бегстве, возможно, нас бы не поймали так быстро, но в худшем случае нас бы перехватили еще через несколько дней, и мы оказались бы в гораздо менее выгодном положении», — сказал Ши Чуанькун. «В прошлом на меня много раз охотились, а с опытом приходит понимание. Иногда лучше устроить внезапную засаду, чем убегать без четкого плана. Время играет решающую роль, так что давайте выбираться отсюда. В следующий раз за нами, скорее всего, будет лично охотиться король золотых носорогов», — сказал Хань Ли. Ши Чуанькун в ответ кивнул, а Хань Ли вызвал свою зеленую нефритовую летающую карету, и они оба забрались внутрь. Внезапно Хань Ли осенило, и он взмахнул рукавом, выпустив в воздух несколько марионеток, а затем прикрепил к каждой из них по несколько талисманов. «Брат Ши, выбери несколько таких кукол и оставь на них свою ауру», — приказал Хань Ли. Ши Чуанькун сразу понял, что делает Хань Ли, и усмехнулся. Похоже, опыт действительно окупается в подобных ситуациях. Однако я не думаю, что это будет очень эффективная уловка. Как ты и сказал, это просто уловка. Если сработает, то отлично, а если нет, то мы ничего не потеряем», — ответил Хань Ли с улыбкой. После этого они оба оставили свои ауры на куклах, и те по их приказу разбежались в разные стороны. После этого зеленая нефритовая летающая повозка улетела вдаль, оставив за собой полосу зеленого света. Глава 784. В бегах. Несколько дней спустя, в пещере короля Золотого Носорога. Пол дворца был усеян разбитыми чашами и украшениями, а все стражники и служанки стояли на коленях, дрожа от страха. Инь Юй опустил голову, и его лица было не видно. Казалось, что он получил серьезные травмы. Выпустив пар, король Золотого Носорога сел на свой золотой трон и, слегка прищурив глаза, спросил: «Значит, ты говоришь, что Тун Юй был убит человеком-культиватором ранней стадии высшего зенита, сопровождавшим Ши Чуанькуна?» «Мой король, этот человек овладел законами времени и в сочетании с силами пространственных законов Ши Чуанькуна». «Ты пытаешься оправдаться?» — холодно перебил его король Золотого Носорога. «Вовсе нет, мой король», — поспешно ответил Инь Юй испуганным голосом. «Забудь об этом, это была ошибка Тун Юя, который недооценил цели. Если бы вы с самого начала работали вместе, результат мог бы быть другим», — вздохнул король Золотого Носорога. Говоря это, он взмахнул рукавом, выпустив в воздух фиолетовую пластину, которая испустила луч сияющего фиолетового света, сформировав фиолетовый массив. В круге появился человек в фиолетовом одеянии, и это был никто иной, как Ши Чжэньфэн. «Судя по твоему выражению лица, дела идут не очень хорошо, брат Даос Золотой Носорог», — сказал Ши Чжэньфэн, приподняв бровь. «Так вот, как вы ведете дела, ваше высочество. Почему вы не предупредили меня об этом человеке-культиваторе высшего зенита, сопровождающем Ши Чуанькуна? Двое моих самых ценных подчиненных пали от рук этого человека», — холодно обвинил его король Золотого Носорога. Услышав это, Ши Чжэньфэн слегка запнулся, и в его глазах появилось удивление, когда он ответил: «Я никогда не собирался скрывать от вас эту информацию, товарищ Даос Золотой Носорог. Я действительно сообщил вам, что моего брата сопровождал человек-культиватор ранней стадии высшего зенита, но я понятия не имел, на что он способен. Конечно, с простым культиватором высшего зенита вы справитесь. Если бы он был обычным культиватором раннего этапа высшего зенита, то уже был бы мертв, но он овладел законами времени, и в сочетании с пространственными силами твоего брата с ним гораздо сложнее справиться». Холодно хмыкнул король Золотого Носорога. «Вот как? Они все еще на вашей территории?» — спросил Ши Чжэньфэн. «Почему ты спрашиваешь об этом? Если они покинут мою территорию, ты собираешься повернуться и заключить сделку с этой черной лаской. В таком случае, действует ли еще наша сделка? Двое моих самых ценных учеников уже погибли ради этого. Если ты не собираешься выполнять нашу сделку, то, боюсь, мне придется навестить тебя в городе Ночного Солнца, чтобы поговорить», — холодно сказал король Золотого Носорога. «Не спеши угрожать мне, собрат Даос Золотой Носорог. Если они все еще на твоей территории, то можешь смело их убивать, и я удвою обещанную тебе компенсацию».
сказал Ши Чжэньфэн. Вдобавок к этому я хочу, чтобы ты помог мне подавить силы черной ласки в обозримом будущем. Если ты сможешь мне это пообещать, я лично отправлюсь за ними и позабочусь о том, чтобы они исчезли с лица земли. Возразил король золотых носорогов. Согласен. Тут же ответил Ши Чжэньфэн. Король золотого носорога взмахнул рукавом, рассеивая заклинание, а затем приказал: «Инь Юй, иди и приготовь карету. Я сам буду искать наши цели». Полмесяца спустя зеленая нефритовая летающая карета летела над горой в горном хребте 10 опасностей. Хань Ли и Ши Чуанькун стояли на карете и оглядывались по сторонам с несколько напряженными лицами. «Брат Ли, ты уже больше месяца управляешь этим экипажем. Как насчет того, чтобы я ненадолго занял твое место, а ты отдохнул?» — предложил Ши Чуанькун. «В этом нет необходимости, для меня это совсем не тяжело. Тебе еще не удалось полностью восстановиться после травм, так что нам лучше покинуть это место как можно скорее», — ответил Хань Ли. «Не нужно быть слишком осторожным, брат Ли. За последние полмесяца мы уже несколько раз меняли направление, и все это время мы подавляли наши ауры. Кроме того, мы даже не осмелились использовать наши божественные чувства, так что они никак не смогут нас найти. Кроме того, мы скоро покинем территорию короля золотых носорогов, а как только это произойдет». Внезапно голос Ши Чуанькуна затих, и на лице Хань Ли появилась кривая улыбка, когда он вздохнул. «Тебе просто нужно было произнести это вслух, не так ли?» За десятки тысяч километров позади них появилась гигантская золотая карета. Это была богато украшенная трехэтажная карета, усеянная мерцающими золотыми драгоценными камнями, которые ярко сияли. Карету запрягали 10 золотых крылатых лошадей, облаченных в золотые доспехи, и она быстро нагоняла летающую карету Хань Ли. Вокруг кареты стояли сотни полулюдей-полузверей, тоже облаченных в золотые доспехи. На лице Ши Чуанькуна появилось мрачное выражение, когда он задумчиво произнес: «Король золотого носорога действительно пришел за нами лично». Услышав это, Хань Ли слегка нахмурился и тут же сложил печать, после чего его бессмертная духовная сила хлынула в зеленую нефритовую летающую повозку, заставив ее резко ускориться. Король золотого носорога стоял за перилами на 3-м этаже кареты и, увидев это, холодно хмыкнул. Затем он резко взмахнул рукавом, и 9 золотых драконов, вышитых на его мантии, начали ярко светиться. Сразу после этого 9 золотых драконов вылетели из его мантии и устремились в рукав, который мгновенно увеличился в сотни раз, словно гигантская пасть. 9 золотых драконов в рукаве мчались вперед так быстро, как только могли, и им потребовалось менее 20 секунд, чтобы преодолеть расстояние в десятки тысяч километров. Внезапно Хань Ли и Ши Чуанькун почувствовали, как на них опускается тень, за которой последовало невероятное давление, и летающий нефритовый экипаж тут же начал раскачиваться из стороны в сторону. Сразу после этого в рукаве короля золотого носорога появился золотой вихрь, создавший мощную всасывающую силу, из-за которой летающий экипаж значительно замедлился. Выражение лица Ши Чуанькуна резко изменилось, когда он увидел это, а Хань Ли взволнованно закричал: «Держись за мое плечо, брат Ши!». В следующее мгновение из его тела вырвался слой золотого света, образовав золотую духовную сферу, которая охватила все окружающее пространство в радиусе нескольких сотен километров. Окутанный духовной сферой времени, гигантский рукав мгновенно замедлился, но в следующее мгновение король золотых носорогов издал громкий рев, и из золотого вихря внутри рукава вырвалась мощная всасывающая сила. Сфера времени яростно задрожала под натиском этой силы, в то время как золотой рукав продолжал опускаться на Хань Ли и Ши Чуанькуна с прежней скоростью. В этой ужасной ситуации Хань Ли крепко вцепился в летающую повозку, направив в нее свою способность обратного колеса истины, и в мгновение ока повозка оказалась за 1000 километров от него. Все, что увидел король золотого носорога, это размытое пятно перед глазами, после чего он обнаружил, что его рукав упал на пустоту. Увидев это, Ши Чуанькун недоуменно посмотрел на него и тут же объединил свою бессмертную духовную силу с силой Хань Ли, помогая Хань Ли еще больше ускорить летающий экипаж. В погоню за ними взревел король золотых носорогов и сотворил гигантский хлыст из золотого света, прежде чем хлестнуть по задним ногам 10 крылатых лошадей впереди. 10 лошадей были поражены в одно и то же место, и золотые пластины их доспехов мгновенно раскололись, а на телах появились глубокие раны. Однако 10 лошадей даже не осмеливались издать ни звука, изо всех сил хлопая крыльями и преследуя зеленую нефритовую летающую карету так быстро, как только могли. Впереди Хань Ли ни на секунду не ослаблял бдительность и продолжал использовать свою способность обратного колеса истины. Его скорость была настолько невероятной, что разрыв между двумя летающими экипажами постепенно увеличивался. Ши Чуанькун был в восторге от увиденного, но затем он заметил, что Хань Ли побледнел, и понял, что поддерживать такую невероятную скорость, управляя летающим экипажем, было для него крайне утомительно. Конечно, Хань Ли смог продержаться так лишь некоторое время, прежде чем окружающая его духовная сфера времени рассеялась, но, к счастью, к этому моменту местность впереди уже начала меняться.
Растительность в лесу постепенно редела, а рельеф становился более плоским, переходя от высоких гор к невысоким холмам. Мы почти добрались до территории короля Черной Ласки, брат Ли. Он и король Золотого Носорога — заклятые враги, так что он ни за что не пустит короля Золотого Носорога на свою территорию, а значит, мы будем в безопасности, как только доберемся туда. Радостно воскликнул Ши Чуанькун. Не теряй бдительности. Мы имеем дело с культиватором Зенита Небес, сказал Хань Ли, продолжая лететь вперед так быстро, как только мог. Как только его голос затих, позади них внезапно возникла вспышка странных энергетических колебаний, после чего духовная сфера внезапно растянулась на десятки тысяч километров, заключив их в свои объятия. Сразу после этого гигантская золотая карета вдалеке внезапно рухнула на землю вместе с 10 крылатыми лошадьми, а золотой король носорогов рванул вперед с невероятной скоростью. В пределах своих духовных владений король Золотого Носорога мог одним шагом преодолеть расстояние в десятки тысяч километров, и прежде чем Хань Ли и Ши Чуанькун успели что-либо предпринять, на них уже опустилась гигантская золотая нога. Чувство бессилия охватило Хань Ли перед лицом огромного духовного давления, обрушившегося на него сверху, и он обнаружил, что больше не может использовать свою способность обратного колеса истины. Ужасающее духовное давление короля Золотого Носорога мгновенно заполнило все окружающее пространство, и было уже слишком поздно что-либо предпринимать. Глава 785. Город Черной Ласки. В этот самый момент рядом с Хань Ли внезапно вспыхнул странный серебристый свет. Из надбровной дуги Ши Чуанькуна вылетел серебряный талисман, который тут же взорвался. Серебристый свет мгновенно окутал их обоих, и они исчезли. Раздался оглушительный грохот, когда летающий экипаж из зеленого нефрита был разбит вдребезги могучим ударом Золотого Короля Носорогов, но к тому моменту Хань Ли и Ши Чуанькуна уже и след простыл. Увидев это, Золотой Король Носорогов издал яростный рев и устремил свой взгляд вдаль, готовясь продолжить погоню. Однако затем выражение его лица внезапно изменилось, и он резко остановился как вкопанный. В том направлении на горизонте внезапно появилось невероятно плотное темное облако. Некоторое время Золотой Король Носорогов нерешительно смотрел на темное облако, а затем решил повернуть назад и вернуться в свою золотую карету, а оттуда той же дорогой, который пришел. Почти 100 тысяч километров отсюда. Хань Ли и Ши Чуанькун внезапно появились из-под земли на пышном холме. В этот момент оба они выглядели немного потрепанными. В частности, из уголка рта Ши Чуанькуна все еще сочилась кровь, и он еще не успел ее вытереть. «Золотой король носорогов не пришел за нами?» — спросил Хань Ли. «Мы уже вошли на территорию короля черных ласок. Этот последний рывок, скорее всего, был отчаянной попыткой убить нас, но он не осмеливается заходить дальше на территорию короля черных ласок. Иначе, если король черных ласок выйдет ему навстречу, ему будет не так-то просто уйти», — ответил Ши Чуанькун, тяжело дыша. «Что это был за талисман, который только что вылетел из твоей глобели? Он действительно спас нас там, на горе?» — спросил Хань Ли. «Это был один из немногих спасающих жизнь талисманов, которые дал мне отец, и его можно использовать только один раз», — ответил Ши Чуанькун с кривой улыбкой. «За мгновение до того, как мы телепортировались, я почувствовал ауру, которая была такой же мощной, как у Золотого Короля Носорогов, но у меня не было возможности изучить ее дальше, прежде чем сработал талисман. Мы ведь не просто так прыгнули из огня до в полымя, не так ли?» — спросил Хань Ли, нахмурив брови. «Скорее всего, это была аура Короля Черной Ласки, которую вы почувствовали. Я решил, что нам следует бежать на территорию Короля Черной Ласки не только потому, что он заклятый враг Короля Золотого Носорога. Кроме того, он немного отличается от остальных 10 опасностей», — сказал Ши Чуанькун. «Почему?» — спросил Хань Ли. «Истинная форма Короля Черных Ласок тоже демонический зверь, но я слышал, что его катализатор для развития был довольно уникальным. Вместо того, чтобы использовать искусство развития нашего Святого Царства, он использует даосское искусство развития из вашего Бессмертного Царства, поэтому он не такой кровожадный, как остальные 10 опасностей. На самом деле он очень утонченный и воспитанный человек, который любит читать литературную классику, и я слышал, что в прошлом он даже путешествовал по некоторым империям смертных, выдавая себя за ученого», — объяснил Ши Чуанькун с намеком на насмешку в глазах. «Хорошо обученный демон-зверь? Это, конечно, новинка для меня», — задумчиво произнес Хань Ли, приподняв бровь. В конце концов, он все еще не более чем дикий зверь под маской утонченного человека. Я слышал, что он ранее участвовал в императорском экзамене в одной из смертных стран, но провалился во всех 3 попытках и в приступе ярости съел императора этой страны и 6 других важных чиновников. Насмешливо фыркнул Ши Чуанькун. «Похоже, мы не можем рассчитывать на его благосклонность. В таком случае нам следует попытаться выбраться отсюда как можно скорее», — сказал Хань Ли.
В этом нет необходимости. На протяжении многих лет король черных ласок всегда был в дружеских отношениях с городом Ночного Солнца, и очевидно, что он намеренно пытается дистанцироваться от титула 10 опасностей. Следовательно, пока мы не будем создавать проблем, мы не подвергнемся никакому риску на его территории. Кроме того, я хочу посетить город Черной Ласки», — сказал Ши Чуанькун. Услышав это, Хань Ли слегка растерялся. Город Черной Ласки. Несмотря на то, что горный хребет 10 опасностей — это первозданная земля, в ней добывают особый вид духовного материала, известный как теплый нефрит пурпурного солнца. Это чрезвычайно редкий духовный материал, который может улучшить гармонию между телом и зарождающейся душой, тем самым значительно сокращая время, необходимое для того, чтобы зарождающаяся душа обрела новое тело. Этот предмет ищет один из моих подчиненных, тот самый Фэн Линь, которого вы встретили в руинах секты истинного искусства. Кроме того, этот материал может питать душу, так что, возможно, он сможет вылечить товарища даосскую плачущую душу в ее нынешнем состоянии. Объяснил Ши Чуанькун. Услышав это, Хань Ли на мгновение замешкался, а затем спросил: «Но я же не дьявольское существо, разве это не проблема?» «Если я не ошибаюсь, у тебя тоже есть дьявольское искусство совершенствования, верно? Все, что тебе нужно сделать, это высвободить ауру своего искусства совершенствования, и даже если ты не примешь дьявольскую форму, этого должно быть достаточно», — ответил Ши Чуанькун с улыбкой. Услышав это, Хань Ли призвал свои истинные дьявольские искусства, и на открытых участках его кожи появилась золотая чешуя. «Этого более чем достаточно», — заверил Ши Чуаньконг, кивнув. «Поехали. Мы все еще довольно далеко от города Черной Ласки, а твоя летающая повозка только что была уничтожена, так что давай воспользуемся моей, а ты пока можешь отдохнуть». Ши Чуанькун взмахнул рукавом, призывая черную летающую карету, испещренную черными дьявольскими узорами, которая, казалось, ничуть не уступала зеленой нефритовой летающей карете. «В таком случае я буду на вашем попечении», — сказал Хань Ли с улыбкой и запрыгнул в летающий экипаж. Ши Чуанькун тоже запрыгнул в карету, прежде чем запечатать ее, и карета, словно черная тень, помчалась на северо-запад. Месяц пролетел незаметно, и за это время преследователей больше не было, но Хань Ли и Ши Чуанькун все равно были начеку. Наконец они добрались до места назначения. Территория короля Черной Ласки уже была очень близко к краю горного хребта 10 опасностей, и здесь было гораздо меньше демонических зверей, чем на территории короля Золотого Носорога. Поэтому их путешествие проходило гораздо спокойнее, и они почти не подвергались нападениям. «Наконец-то мы здесь», — заметил Хань Ли, паря в воздухе и глядя на огромное озеро в нескольких километрах впереди. Вода в озере была темно-фиолетового цвета, что придавало ему весьма необычный вид. Несмотря на странную окраску, вода, казалось, совсем не была опасной, и в озере кипела жизнь. Это озеро называется Пурпурным озером Фэнь, и оно получило свое название из-за разновидности нефрита Фэнь, который здесь добывают. На дне озера находится огромная жила нефрита Фэнь, и именно энергия, исходящая от нее, придает озеру пурпурный цвет. Нефрит Фэнь является сопутствующим духовным материалом теплого нефрита пурпурного солнца, поэтому при добыче нефрита Фэнь иногда можно найти 1 или 2 куска теплого нефрита пурпурного солнца. Жилы нефритовой руды Фэнь встречаются крайне редко даже в масштабах всего священного царства, и, насколько мне известно, это единственная жила, из которой можно получить теплый нефрит пурпурного солнца. Объяснил Ши Чуанькун. «В таком случае, давайте пойдем», — с готовностью сказал Хан Ли, услышав это. Плачущая душа все еще была без сознания, и ее аура постепенно угасала. На данный момент у него не было возможности вылечить ее, поэтому он мог только надеяться, что теплый нефрит пурпурного солнца окажет какое-то воздействие. «Подожди секунду, брат Ли. Сейчас наша внешность немного бросается в глаза, поэтому нам нужно замаскировать», — сказал Ши Чуанькун, затем начал читать заклинание, и его тело окутал слой мерцающего черного света. После того, как черный свет померк, Ши Чуанькун превратился в мускулистого мужчину с черными волосками на руках и ногах, что придавало ему сходство с существом из волчьего племени с горного хребта 10 опасностей. Увидев это, Хань Ли тоже принял облик молодого человека с рогами, фиолетовыми волосами и зелеными глазами. Его маскировка была чрезвычайно сложной и включала в себя как его домен искусства, так и его истинные дьявольские искусства, так что даже существо зенита небес не обязательно смогло бы ее разглядеть. Приняв такой облик, Хань Ли немедленно полетел к озеру, а Ши Чуанькун последовал за ним. Вскоре они вдвоем пролетели сотни тысяч километров, и в этот момент впереди появился черный остров радиусом в несколько сотен километров. На острове был гигантский город, занимавший всю территорию, а его стены были высотой более 1000 футов и полностью вымощены черным кристаллическим материалом, представлявшим собой величественное зрелище.
На городских стенах также были выгравированы фиолетовые узоры, которые, по-видимому, служили для укрепления стен, и они излучали слабое фиолетовое свечение, окутывавшее город таинственной дымкой. Это был город черных ласок, дом короля черных ласок. С этого момента Хань Ли и Ши Чуанькун начали замедляться, поскольку они были уже не единственными в этом районе, и поблизости начали появляться новые полосы света. На поверхности озера внизу также появилась вереница гигантских кораблей, направлявшихся к городу. Чем ближе они подходили к городу Черной Ласки, тем больше кораблей и светящихся полос они встречали на своем пути. Все они направлялись в сторону города. Они оба не хотели привлекать к себе внимание, поэтому подавили свои ауры до уровня истинного бессмертного. Хань Ли бросил взгляд на гигантские корабли, и на его лице появилось удивленное выражение. «Что случилось, брат Ли?» — спросил Ши Чуанькун. По пути сюда все демонические звери, которых мы встречали, все еще были в звериной форме, и только достигнув определенной базы культивирования, они могли принимать человеческий облик. Однако ни один из звероподобных культиваторов на этих кораблях не обладает особенно высокой базой культивирования, но они уже приняли человеческий облик. Размышлял Хань Ли. Почти все звериные культиваторы могут принимать человеческий облик, достигнув определенной базы культивирования, но время, необходимое для этого, зависит от их родословной. Вообще говоря, чем легче звериному культиватору принять человеческий облик, тем ниже его родословная. Все звериные культиваторы на этих кораблях считаются существами низкого ранга, и тот же принцип применим ко всем существам в нашем священном царстве. Объяснил Ши Чуанькун. Привет. Друзья, эти главы, когда спасительная карта превращает тебя в самую желанную добычу. Едва завладев свитком хребта 10 опасностей, Хань Ли и Ши Чуанькун попадают в засаду элитных убийц короля Золотого Носорога. Когда наемник распыляет свое тело в ядовитый туман дьявольской ци, надеясь стать неуязвимым, Хань Ли бьет в ответ золотой молнией и пламенем ворона. Выжегши скверну чистой энергии Ян, он открывает зеленую тыкву и безжалостно засасывает рассеянного врага внутрь, где дух убийцы всегда перемалывается с законами разрушения. Смерть слуги вынуждает самого короля Золотого Носорога выйти на охоту. Его колоссальная мощь искривляет пространство. Гигантский рукав владыки начинает засасывать небеса, грозя раздавить нефритовый экипаж беглецов. Чтобы вырваться из этой пасти, Хань Ли доводит до предела сферу времени, замедляя смертоносную хватку чужого домена, и в последнее мгновение активирует серебряный талисман. Спасение приходит не только от пространственного прыжка. Герои пересекают границу земель короля черных ласок, и страх перед великой войной владык заставляет преследователя отступить. Скрыв ауры, герои проникают в город у озера Пурпурного Солнца, чтобы добыть теплый нефрит для плачущей души. Здешний правитель страшен своей абсурдностью. Мнящий себя утонченным даусом-ученым, он проваливает экзамен и в приступе дикой звериной ярости пожирает местного императора смертных. Тонкая иллюзия цивилизации лишь прикрывает первобытную жестокость. Готовлю продолжение.